Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Львова. Традиционно поговорим с цифрами о тех процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости. Напомню вам, будем говорить исключительно о жилой недвижимости в разрезе сегментов, то есть это у нас будет первичный рынок и вторичный рынок, и также в разрезе классификации. В конце видео, друзья, подводя итоги, я покажу вам, что произошло с недвижимостью за год, с жилой недвижимостью. И, конечно же, сделаю это краткосрочные прогнозы до конца второго квартала 2026 года. Также будем говорить в прогнозах о том, что произойдет с рынком жилой недвижимости города Львова. Друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Попробуем совместно с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Львова благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта. Я расскажу, как пользоваться данной картой. Это западный регион, куда входят 8 крупных областных городов-центров. Сегодня мы говорим о городе Львов. Показываю указкой, вот видим, да. Период исследования будет у нас в начале, это колебательные процессы. Будем говорить о том, что произошло с рынком жилой недвижимости на протяжении всего лишь одного месяца. То есть будем сравнивать март с апрелем. Ну и также хочу напомнить вам, или как оно, более в такой доступной, наверное, форме, да, напомнить, был такой, помните, Шерлок Холмс, персонаж, который занимался, в общем-то, расследованиями и расследовал сложные убийства. И в своих, так сказать, расследованиях он применял метод дедукции, то есть это научный на самом деле метод. Если очень просто говорить, метод дедукции – это когда от общего вы переходите к частному. То есть сначала мы видим полную картинку, а потом уже начинаем эту картинку декомпозировать. Это как лего-конструктор, вы его никогда не соберете, если вы не видите общую картинку. Когда есть общая картинка, тогда вы уже по пазлам можете все это собирать. В своих исследованиях, друзья, не расследованиях, а исследованиях, я занимаюсь исследованиями, я использую также метод дедукции. И хочу просто продемонстрировать вам данный метод на примере того, что произошло с городом, в городе Львове с недвижимостью, первичный, вторичный рынок, ну и в разрезе классов. Итак, мы видим вот здесь сводные данные, период сравнения март-апрель месяц. Начинаем с того, что население 721 тысяча, это довоенное население. Сейчас, друзья, я так думаю, что около миллиона проживает во Львове людей, с учетом внутренних переселенцев, они называются еще мигранты. Ну, кто со Львова меня смотрит, напишите, насколько, так сказать, визуально больше людей во Львове сейчас, или же меньше. При этом, при всем, ну, понятно, что город Львов, там всегда достаточно большие туристические потоки были, да, но как бы видеть иностранцев и видеть своих соотечественников, это же как бы сразу видно, кто есть кто. Поэтому мне просто интересно, насколько сейчас действительно по внутренним, ну вот, так сказать, визуальным видно людей больше на улице, больше в этом самом, в общественном транспорте. Кто смотрит со Львова, напишите, будет интересно. Итак, количество предложений, друзья. Количество предложений, которые были зафиксированы мною и компанией Олимп Консалтинг с помощью софта, или это называется еще программный продукт, который собирает все, так сказать, вот эти объявления на большинстве крупных интернет-порталов, сайтов, интернет-досках, то есть все, что связано с недвижимостью. Данная программа собирает. Напомню вам, что у меня есть патент на данную программу, есть на данную программу авторское право, и я работаю действительно с большими
цифрами. И в качестве так подтверждения говорю вам о том, что выборка или генеральная выборка, можно ее так называть, которая участвовала в исследовании, она репрезентативна, ну, потому что, извините, считается больше 2000 объектов, если вы уже как-то отслеживаете, это уже репрезентативная выборка. А когда это почти 10 тысяч, это, ну, наверное, супер репрезентативная. Ну, это я супер добавил так уже от себя, да. При этом она вполне однородная. Почему? Потому что я вам говорил, что я применяю еще один метод научный в исследованиях. Это метод классификации. Я классифицирую рынок недвижимости по классам, и об этом мы будем дальше говорить. Итак, мы видим, что в городе Львове в апреле месяце на 5% было больше выставлено для продажи недвижимости. То есть это, в общем-то, тенденции последних, ну, 2, наверное, лет войны, когда желающих все-таки продать больше, чем желающих купить данную недвижимость. Переходим к следующему показателю. Показатель, это, который характеризует стоимость недвижимости. Не путайте стоимость от цены. Итак, мы сейчас говорим о стоимостном показателе вторичный рынок, класс социальное жилье. Буду говорить только в процентном соотношении. В долларах стоимость квадратного метра вы сами можете прочитать. Итак, на 0,68% за месяц стоимость на вторичном рынке социального жилья. Что, друзья, правильно, ну, повысилась. Дальше, друзья, социальное жилье, аренда. О ней поговорим более подробно в конце видео. Выросла за квартал. Здесь мы уже говорим о долгосрочной аренде, то есть сравниваем четвертый квартал 2025 года с первым кварталом 2026 года. И, естественно, видим, что динамика, ну, 0,5% или точнее 0,63% роста. Вот кто меня смотрит давно, друзья, он, наверное, уже обратил внимание. С сумасшедшими темпами растет аренда в прифронтовых городах. То есть это Харьков на первом месте, это Днепропетровск, Днепр сейчас он называется. Потом идет Харьков, это порядка 6% в годовом измерении, такая динамика роста аренды. Потом идет, естественно, уже город Киев. И вот город Львов, он один из, так сказать, аутсайдеров. Здесь меньше всего повышается стоимость аренды. Дальше, друзья, переходим к квартирам эконом-комфорт бизнес-класс. Это вторичный рынок. Рост за месяц плюс 0,44%. Переходя к первичному рынку, друзья, мы наблюдаем ту же самую положительную динамику роста. Квартиры эконом-класс подорожали за месяц 0,58%. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс подорожали на 0,40% всего лишь за месяц. Ну и первичный рынок квартиры элитного класса подорожали на 0,35%. Итого, друзья, давайте так сказать, подводим итоги по вот этим обобщенным данным. Да, мы видим, что по всем сегментам, это первичный и вторичный рынок, по всем классам мы видим динамику роста порядка 0,5% в месяц. Друзья, это на протяжении уже, ну, я не знаю, последних несколько лет мы наблюдаем в городе Львове такую вот динамику роста. Переходим уже к декомпозированным данным. Помните, да, метод дедукции, я вам о нем рассказывал. Теперь мы будем разбираться, что же все-таки произошло более подробно в разрезе административных районов и, конечно же, по классам рынка недвижимости. Перед вами карта города в разрезе административных районов, и мы видим это социальное жилье, что оно подорожало плюс 0,68% за месяц. И что бросается в глаза, друзья? Мы видим, что наибольше всего подорожала недвижимость в Шевченковском районе. На 0,52% недвижимость, еще раз напомню, класс социальное жилье. И меньше всего подорожала недвижимость в Лычаковском районе. Рост за месяц плюс 0, нет, друзья, не Лычаковский, а Галицкий центральный район, плюс 0,41% за месяц. Переходим к следующему слайду. Здесь очень быстро пройдемся опять по аренде. Это социальное жилье.
Напомню, вот здесь красная черта, смотрим, да, что за квартал рост аренды всего лишь 0,63%. Это вполне, ну, адекватный рост аренды, я вам, друзья, скажу. Так оно и, в принципе, аномалия, которую мы видим в этих самых Днепре, Одесса и Харьков, но особенно Днепр и Харьков, она аномальна. И мне, кстати, пишут, спасибо, друзья, которые мне пишут, они говорят, что на сегодняшний день военные и военные специалисты, которые работают на ВПК, они живут же не в казармах, они живут в квартирах. То есть они снимают жилье за свои деньги. И, естественно, вот ажиотаж именно в прифронтовых городах аренды вызван тем, что большое количество военнослужащих просто снимают квартиры и, естественно, ну, платят деньги за это. И вот мы видим, как сильно выросла аренда в этих прифронтовых городах. А в Западной Украине, понятно, ну, что тут обыватели, туристы. Дальше, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь я вам покажу, это уникальный контент. Вы нигде не увидите подобного анализа того, что произошло с рынком жилой недвижимости города Львова на протяжении всего периода войны, это 4 года и там несколько месяцев. Я на примере класса социальное жилье показываю вам. Итак, мы видим, помним, что война началась у нас в феврале, 24 февраля 2022 года, как сейчас помню, да. В это время я был в Киеве, очень даже хорошо помню. Помните, Киев бомбили, так началась война, но это по поводу Второй мировой или там Отечественной войны, а сейчас примерно та же самая история была. Так вот, поквартальное исследование. И мы видим, что март месяц 2022 года класс социальное жилье показывал нам $916 за квадратный метр. И очень странно себя или интересно вел себя рынок. То есть мы видим второй год войны, снижение стоимости квадратного метра и дальше рост стоимости квадратного метра в уже апреле 2026 года это $1041 за квадратный метр, что показало, друзья, вот здесь внизу такая табличка, да, Excel посчитал, рост 13,65% за 4 года войны, ну и там несколько месяцев. Если восточная часть Украины, это город Харьков, показывает нам снижение порядка 14%, город Днепр показывает тоже порядка 15% снижения. Город Одесса показывает там рост всего лишь 5%, то город Львов, друзья, видим, показывает нам 14 практически процентов роста за 4 года войны. То есть вот так ведет себя рынок недвижимости. Он не подвержен таким колебательным процессам, о которых любят говорить риэлторы. Все пропало, все пропало. Или первый год войны, я помню, рассказывали, что недвижимость подешевела на 70%, потом начали говорить, что она подорожала на 60 или 70%. Рынок недвижимости себя, друзья, так не ведет. Это фондовый рынок, да, это спекулятивный рынок, себя так действительно ведет. А вот рынок недвижимости, а мы сейчас говорим о вторичном рынке, он не спекулятивный, там живут люди, и квартиры они продают, ну, тогда, когда надо решить какие-то свои бытовые проблемы, там, или разъезжаются, или съезжаются, или уезжают за границу, да, и просто продают недвижимость. Поэтому медленно и уверенно стоимость квадратного метра выросла до 14% за 4 года войны и несколько месяцев. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы очень кратко пройдемся по квартирам эконом, комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок. В разрезе видим административных районов. В общем-то, стоимость квадратного метра отличается, незначительно, но отличается. И в целом мы видим, что рост плюс 0,44% за месяц. Также можете посмотреть в процентном соотношении рост в данном случае по админ-районам. Переходим к первичному рынку. Квартиры эконом-класс выросли на 0,58%. В абсолютных цифрах можете посмотреть среднюю стоимость квадратного метра. И рост в данном случае в процентном соотношении также по административным районам. Следующий слайд посвящен квартирам комфорт бизнес-класс. Это первичный рынок. Здесь рост плюс 0,40% за месяц. Ну и вы видите, тоже достаточно сильно отличается в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра в разрезе административных районов.
Также можем посмотреть рост в процентном соотношении по админ-районам. Ну и, пожалуй, последний слайд. Это первичный рынок, элитный класс. И уже у нас, друзья, что? Совершенно верно. Осталось всего лишь два района. Ну, Галицкий — это центральная часть города, а Шевченковский, он такой вытянутый. Там Ресне, и это периферия. И есть небольшой кусочек, который находится непосредственно в центре города. Мы говорим сейчас именно о этом кусочке, да, и видим, что стоимость квадратного метра, в общем-то, достаточно высокая. Это первичный рынок, квартиры, не сданные в эксплуатацию. Ну что, друзья, ну, повторюсь, рост плюс 0,35% за месяц в целом по городу. Ну и по админ-районам можете посмотреть, также все это прочитать. Переходим к моему, так сказать, вот этому основной, ну не основной слайд, который я постоянно заостряю на нем внимание. То есть это тенденции длиною в 1 год. То есть сравниваем, естественно, апрель 2026 год с апрелем 2025 года на примере класс социальное жилье. Видим, что в апреле 2025 года это было $966 за квадратный метр. И медленно, уверенно за год стоимость выросла до $1041 за квадратный метр. Друзья, кстати, напомню вам, кто смотрит меня давно, и у меня еще есть сводные данные в целом по Украине. Так вот, город Львов, он уже догнал город и даже перегнал по определенным классам рынка город Киев. Вот, никогда такого не было. Вот это впервые на 5-м году войны город Львов реально стоимость стала дороже по некоторым классам, чем в городе Киеве. Итак, рост за год 7,76%. Друзья, немного рекламы. Я и компания Alim Consulting на протяжении больше 10 лет уже готовим индексы для крупных украинских системных национальных банков, а также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. Что такое индекс? Вот здесь мы видим индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, положительный, единичка, запятая, 0,78. Ну, во-первых, индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует, как изменяется стоимость этой самой недвижимости во времени. Он считается достаточно просто, если у вас есть статистические данные. На примере данного графика рисунка показываю, как это считается. Видим 1041 делим на 966 и получаем в годовом измерении рост плюс 7,76%, или же вот этот положительный индекс единичка, запятая 0,78. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как изменяется или меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих, друзья, в Украине, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому вот эта наша синергия знаний помогает и вам в вашем сложном бизнесе, ну и, конечно, мне развиваться, заниматься наукой, и у компании Olymp Consulting также развиваться. Для того, чтобы меня найти, вы просто можете посмотреть в описании канала, найти мой Viber телефончик, это Kyivstar, можно кипрский телефон есть тоже, WhatsApp или Viber, кому в зависимости от локации как удобно. Созвонимся, спишемся. И я буду готовить, ну, во-первых, составим техническое задание по всему портфелю недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. И я буду показывать раз в квартал, проводить исследования, показывать, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть в данном случае на данном графике, рисунке мы видим, что стоимость квадратного метра, друзья, растет. Но это город Львов. А Украина, она неоднородно разорвана войной, языками и всем чем угодно. То есть все, что происходит на Западе, совершенно противоположные процессы мы наблюдаем в северо-восточной части, совершенно противоположной западной части, также Причерноморский регион показывает там. То есть это на сегодняшний день, ну, я готовлю уникальные
исследования, да, и это действительно вот влияет, ну, очень сильно облегчает работу специалистам, которые работают в финансовых учреждениях. Напомню, это, как правило, управление по рискам или риск-менеджменту. Итак, друзья, от рекламы переходим к последнему слайду. Запомнили, что можно округлить на 8% поднялась стоимость квадратного метра данного класса жилья. А вот теперь, друзья, давайте мы что разберем, что происходило на рынке аренды. Верхний слайд остался прежним, это о котором мы говорили, рост ВИМ 7,76%, это класс социальное жилье. Все здесь в долларах видим, да? Аренда этого же класса, друзья, показываю. Аренда, ну, уточнение. Аренда люди сдают, естественно, за гривну, но эта гривна привязана к стоимости доллара, то есть к доллару по курсу всегда привязывают. Я пересчитал это все уже в долларах для того, чтобы была одна единица измерения, чтобы вы просто понимали, что происходит с предложениями, это квартиры, которые выставляются на продажу, и с предложениями квартиры, которые сдаются в аренде. А напомню вам, я работал с предложениями, то есть кто-то мне пишет, откуда ты знаешь, за сколько были проданы квартиры. Да я не знаю, сколько они были проданы, но я могу определить справедливую рыночную, еще раз напомню, стоимость, да, поэтому у меня, кстати, просто напомню, и есть видео, я очень подробно рассказываю о методологии, в этом видео я не хочу просто углубляться в это, я в описании данного видео оставлю ссылку, кто захочет, может посмотреть. То есть и там все очень подробно, как знаете, на первом курсе института рассказываю, как я, так сказать, провожу исследования. То есть и о методологии, ну и много там чего интересного есть. Ну, кто, конечно, хочет это услышать. Итак, друзья, мы переходим к рынку аренды. Так вот, здесь уже период сравнения у нас поквартальный. Сравниваем март 2026 года с мартом 2025 года. И что, друзья, вот здесь красная черта, видим, что рынок недвижимости, класс социальное жилье, аренда подорожал за год на 3,57%. Напомню вам, город Днепр там где-то 6,5%, ближе к 7 показал в годовом измерении. Дальше город Харьков тоже порядка там 6% или там 5 с чем-то, да. Потом уже Одесса, то есть прифронтовые города, там аренда растет гораздо быстрее, чем растет в городе Львове. Но все равно 3,57%, напомню вам, что мы говорим это сейчас в долларах, я привел к одной единице измерения, это вполне себе неплохая цифра. Напомню вам, если у вас есть, предположим, $1000, и вы решили положить на эту $1000, 10 тысяч, давайте 10 тысяч пускай будет, положить ее на депозит, мы говорим сейчас о долларах, то вы с ужасом для себя узнаете, что это будет всего лишь 1% в год. Вот такой пассивный доход вы получите, то есть несложно посчитать, с 10 тысяч долларов вы получите там $100, ну это ни о чем, друзья, да, вы согласитесь. Понятно, что вы не за 10 тысяч не купите, ну, тысяч за 40 вы однокомнатную квартиру во Львове сможете приобрести. И сдавая в аренду, я не призываю сейчас не сдавать в аренду, не покупать, не продавать, просто показываю вам на цифрах и сравниваю. Так вот, купив однокомнатную квартиру, предположим, да, и сдавая ее в аренду, вы будете получать, ну, это не чисто операционный доход, это просто доход. Отсюда надо убрать, значит, еще затратную часть, но все равно, даже если это 3%, вы понимаете, или 1% депозит, который вы получаете, или 3%, это существенно отличается, правда? Поэтому, друзья, дальше о предположениях моих. Я все-таки предполагаю, что стоимость квадратного метра будет незначительно расти до конца года. То есть, ну, до конца года, давайте будем говорить, когда о прогнозах, до первой половины
первой половины, так сказать, 2026 года. То есть до второго квартала я предполагаю, что стоимость будет расти. Итого, сейчас мы видим 8%, ну давайте округлим в большую сторону. И я сейчас закрою показ слайдов, и мы очень кратко подведем итоги о прогнозах. Так вот, если мы увидели, сравнивая апрель месяц 2026 года с апрелем 2025 года рост 8%, то я предполагаю, что где-то по полпроцента, где-то больше, где-то меньше будем видеть рост вот этот второй квартал, да, то есть это у нас январь, февраль, март, первый квартал, дальше мы видим апрель, май, июнь, то есть где-то в районе, наверное, будет ну, 8-8,5% в годовом измерении, когда мы будем сравнивать июнь месяц 2026 года с июнем месяцем 2025 года, то мы увидим где-то порядка, наверное, 8-8,5% роста в целом в годовом измерении. Я еще раз говорю, это всего лишь мои предположения. Время пройдет быстро. Я записываю каждый месяц подобные видео. И мы потом, в общем-то, когда второй квартал будем подводить итоги, я вам напомню о своих прогнозах и насколько они были, так сказать, правдивые, совпали или не совпали с тем, как ведет себя рынок недвижимости города Львова. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком жилой недвижимости и не только, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Пишите, кстати, мне какие-то вопросы задавать, я с удовольствием отвечу. Только, пожалуйста, вот не ругайтесь, мне это вот людям, которые любят поругаться, я точно нет, не отвечу. И не задавайте глупые вопросы, почему я о городе Львове говорю на русском языке. Ну это ниже плинтуса называется, да, задавать такие вопросы. Подписывайтесь на канал и помните, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.